друзья, добро пожаловать в это новое видео, которое будет необычным, потому что я сегодня познакомлю вас с одним потрясающим брендом одежды Эльвина Белуар и расскажу историю самой Эльвины, потому что вот то, как она добивалась своих целей, как она шла к своей мечте, мне кажется, это может многих вдохновить, не сдаваться, несмотря на то, какие препятствия могут встречаться у вас на пути. И обязательно еще досмотрите это видео до конца, потому что будет конкурс. Эльвина подарит одному из вас вот эту чудесную рубашку. Про условия узнаете чуть позже, а я начну свои вопросы к Эльвине как раз с того, что же носят француженки, что предпочитают парижанки в плане одежды, чем же они отличаются. Но я, наверное, хотела, скорее всего, поговорить про парижанок, потому что они отличаются от остальных француженок своим каким-то стилем, своей уверенностью в себе. И, наверное, да, это немножко другой стиль, чем у других девушек Франции, скажем так, потому что они больше любят сдержанный стиль, сдержанные цвета, и им, наверное, они не настолько, как сказать, придают этому значение. Они больше придают значение своему какому-то внутреннему миру, своей уверенности, и им, скажем, не так важно, что они на себя одели. И тут тоже можно сказать, что есть возрастная разная категория, да, если говорить о француженках, которые более, скажем, взрослые, то парижанки, опять-таки, они более предпочитают, скажем, классический стиль, такой вот тоже черно-белый, есть даже вот, ну, как бы говорят все, что парижанки все время одеваются в черный, да, наверное, поэтому я тоже в черном, и потому что это такой классический цвет, который, как сказать, паспорту, это то, что можно как бы в этом выйти на работу, потом вечером пойти на какой-то коктейль и также пойти в ресторан, то есть это такой стиль, который везде будет уместен. По поводу более молодых, сейчас немножко тоже меняется культура, и они с той же парижской легкостью одеваются, то, что им нравится, да, не то, что вот, ну, вот это вот надо. То есть никогда не увидишь парижанку, скажем, на огромных каблуках, которая идет по метро или там по льду, не знаю, как по снегу, да, то есть она оденет то, что ей удобно, она оденет босоножки, она оденет какие-то кроссовки и будет выглядеть в них элегантно, потому что эта элегантность, она как-то у них изнутри идет. И, наверное, в этом как бы есть плюс, потому что парижанки, они настолько в себе уверены, что они берут этой энергетикой, и они, ну, как бы не будут стоять часами, краситься, там, волосы поправлять, или даже никогда не увидишь таких, как бы, более молодых, я не говорю про тех, как бы, женщин, которые уже в возрасте, которые прожили свою жизнь в какой-то среде актерской, которые до сих пор делают такие сумасшедшие укладки. Как бы сегодняшнюю парижанку ты не увидишь в салонах, которые делают прически там на пару дней. Здесь все просто в том, что это должно быть удобно. Это должно быть удобно, но в то же время носибельно, элегантно, и просто ей нравилось, скажем так. Я переехала в Париж в 2001 году. Мне было 16 лет, и я приехала, чтобы учиться в школе моды, потому что я, ну, как бы обожала это. И я выросла в этой среде. У меня мама дизайнер и создатель одежды, которая шила по ночам дома. И мой папа по выходным ходил продавать это на рынок. И они меня брали с собой, когда мне было буквально 2-3 года. И вот, наверное, это тоже заложило вот тоже эту предпринимательскую жилку. Когда мне мама говорила, что продадим 3 юбки, и тогда мы купим тебе игрушку. Это значит, что ты заработала это. И в тот момент, ну, я этого не совсем понимала, а сейчас я понимаю, что это очень хорошо работает, и ты понимаешь, что вот нам надо продать столько-то, чтобы получить, вложить в вас, чтобы получить потом столько-то. И поэтому, в принципе, я всегда в этом жила, в сфере моды, в этом мире, и я всегда рисовала, всегда занималась каким-то искусством. И когда вот мне было 16 лет, мы с мамой решили, что я поеду в Париж, чтобы потом научиться здесь знаниям и вернуться в Россию, работать с ней. Что, в принципе, как в какой-то степени сложилось, потому что я закончила школу моды, и в тот момент у моей мамы, которая занималась большими размерами для полных женщин,
У нее туда ушли дизайнеры, и я сделала эту первую коллекцию, которая приехала на выставку в Париж и пользовалась очень большим успехом. И в этот момент мы решили, что мы откроем здесь офис и будем продавать здесь одежду больших размеров, и у нас все очень хорошо получалось, все пошло, как бы сказать, с большим успехом. Мы сделали также бюро, где мы создавали эти модели, потом я отвозила все это на фабрику, запускали модели, и в какое-то время у нас длилось, пока потом у нас не случились, как сказать, непредвиденные обстоятельства, случился пожар, и все сгорело, как бы, ну, это уже, скажем, как сказать, пройденный этап жизни, который тоже многому научил, вот, и потом как бы с нуля поднималась и моя мама, я осталась здесь и уже меньше летала в Россию, но работала, как сейчас говорят, на дистанции, да, на дистанционной работе, и я сделала интернет-магазин для мамы. То есть я все годы работала с их брендом, и в какой-то момент я поняла, что я из этого выросла, что я хочу двигаться вперед, что мне нужен какой-то новый экспириенс в жизни, что мне хочется самой что-то сделать и к чему-то прийти. И поэтому я решила запустить свой бренд. Мой проект отобрали в IFM, это французский институт моды, достаточно престижный и известный, и его отобрали как проект, который мы будем запускать вместе с этим институтом. И в течение года, к сожалению, это попало на пандемию, и в тот момент я не смогла запустить эту коллекцию. Это был 2021 год, потому что, ну, как бы так случилось, что были задержки очень большие с тканями, с таможней. Все ткани я покупаю во Франции и в Италии, то есть все ткани, как я уже говорила, либо сертифицированные, либо остатки, и все это европейского производства. То есть я оставила эту коллекцию на следующий год, чтобы в 2022 году я смогла наконец-таки ее запустить. И я очень рада, что это получилось. И я вижу, что это пользуется успехом. Это действительно очень как бы приятно. Вот. И на тот момент, когда я запускала, я обязательно хотела, чтобы это как бы отличалось тем, что я родилась и выросла в России, да, и наша советская культура, она все равно во мне отложилась, и мне хотелось ее, как сказать, показать не тем вот, как мне, ну, русским каким-то дорого-богато, да, а вот именно какими-то другими вещами, каким-то тем минимализмом, который у нас тоже есть, и который в себе несет очень большую силу. И мне хотелось вот это вот, ну, соединить с той парижской, французской культурой, в которой я уже тоже сказать выросла, потому что больше половины своей жизни я живу здесь. И мне хотелось это как бы смешать и сделать тот продукт, который будет, да, вдохновлен, скажем, парижанкой, но при этом несет в себе силу и дух, вот этот наш советский дух, который такой вот, как сказать, не сметешь никак. И, наверное, у меня получилось. Я думаю, что это только начало, и я надеюсь, что, как сказать, сама себе желаю светлого будущего. Все вещи у нас очень легко компонуются. В этом как бы тоже состояла задача, чтобы создать такой гардероб, который тоже в каком-то смысле экологичный. Это значит, что не надо каждый раз покупать что-то новое, чтобы куда-то пойти. То есть все между собой компонуется, сочетается и легко носится. К примеру, я могу предложить такой образ, как вот шорты с такой рубашкой хлопковой и экологичной, чтобы пойти на какую-то прогулку, да, на велосипеде поехать с какой-то корзинкой фруктов, цветов, так тоже по-французски, да. И опять-таки можно же эту же рубашку одеть в офис с такими брюками, которые достаточно элегантно смотрятся, и будет это достаточно законченный как бы образ для работы.
В то же время можно эти брюки одеть с таким топом, и уже будет более вечерний выход, да, и потом оставить этот топ и одеть, это не того размера, ну ладно, такую вот юбку более, как сказать, нарядную и пойти на ту же какую-то свадьбу к друзьям. И в этом я считаю, что есть такой плюс, чтобы гардероб был, как, я не знаю, как по-русски называется, этernel, неумирающий, да, потому что эти вещи ты повесишь в шкаф, и ты будешь их доставать, носить, также вешать в шкаф, они никогда не выйдут из моды, и в этом большое преимущество. Также я хотела сделать те вещи, которые смогут носить все женщины, да, я не говорю про совсем молодежь, потому что, может быть, там другие желания есть, да, и потребности в более каких-то более ярких цветах, но те женщины, которые могут и, скажем, в 30 лет позволить себе одеть что-то такое сдержанное и классическое, и также женщина в те же 70 лет оденет эту вещь и будет чувствовать себя элегантно и, как сказать, на все случаи жизни выглядеть уверенно. Также, чтобы женщина любого размера могла себя почувствовать в этих вещах хорошо, поэтому как бы все вещи создаются в размерах с 40-го российского по 60-й российский. И также, если есть желание, можно сделать и больше размер. Вот. Но это очень важно, потому что не все марки это предлагают, потому что это очень сложно сделать, нужны специальные конструкции. И так как я умею это делать по предыдущему опыту, да, и по нашему как бы изначально семейному бизнесу, я как бы воспользовалась этой базой, и поэтому очень важно было для меня предложить всем женщинам одежду, которая может на них хорошо сидеть и делать их красивыми. Также вот такое платье, да, которое можем одеть утром, отводя детей в школу, и потом в нем пойти и на работу, возможно, одеть какой-то там пиджачок, если нужно, да, если не очень жарко, то в таком виде. И в этом платье с легкостью можно пойти после работы на какой-то, как сказать, по-французски говорят, на стакан, да, в России так и говорят, пойти на стакан, ну, на бокал или на какой-то коктейль, да, ну, скажем так, с друзьями, с подружками, в нем и в ресторан, то есть это такие достаточно удобные вещи, которые не надо забегать домой, переодеваться, и в них, я знаю, что вы будете выглядеть элегантно и красиво целый день. Я еще хотела сказать про наш костюм, про наш ватник, да, Вера Блейзер, который также элегантно может смотреться вот с брюками и на работу, и также на какое-то мероприятие, просто с какой-то большой, с каким-то большим колье, более таким ярким, да, или с какими-то серьгами, тоже будет смотреться очень интересно. То есть это уже, как бы сказать, возможно, менее классический, более модный образ, да, но тоже это, как сказать, имеет место. Я предлагаю этот образ как такой образ более выходной, да, чтобы пойти погулять, провести какое-то время днем, потому что эта рубашка, она достаточно легкая из вуаль, не знаю, так и называется, вуаль, хлопковая вуаль, которая дышит, и в ней абсолютно не жарко. Шортики тоже сделаны из органического хлопка, которые достаточно свободные по своему фасону, сделаны из двойной ткани, то есть это та же ткань, которая идет и на подкладку. Знаменитый костюм, который состоит из жакета ватника, который сделан из также органического хлопка, внутри органический, как бы сказать, тоже хлопок, такая как, ну, типа синтепона, я не знаю, такая прокладка, которая создает такой как бы воздух. Все это дополняется брюками, достаточно классическими, тут мы сейчас не будем раскрывать, но там высокая посадка и тоже такой как бы пояс с деталями из советского костюма мужского. То есть достаточно получился такой классический образ, но достаточно интересный, в котором можно пойти также и на работу, и, как я говорила, если дополнить какое-то громоздкое такое какое-то украшением или чем-то яркими какими-то серьгами, то он может смотреться тоже очень нарядно. Здесь наш нарядный образ, юбка из шелка, стопроцентного шелка, который я забрала остатки у итальянского бренда по созданию тканей. Дополняет этот образ
топ, выполненный из переработанного катона, хлопка с вкраплениями полиэстера, но все это вот экологичные ткани, которые достаточно, так сказать, не приносят вреда нашей планете и в то же время смотрятся достаточно благородно, красиво. Вот такая тут можно ножку вытащить. И достаточно такой романтичный летний образ на случай какого-то праздника. Это моя любимая модель, это наше платье, которое выполнено из органического хлопка, так же, как многие другие модели, которое достаточно классическое, и в нем также можно пойти и отдыхать, и куда-то на вечер, и в ресторан, так что оно в то же время и нарядное, и такое простое, да, можно дополнить каким-то поясом более ярким, какими-то украшениями, и сразу получится более нарядный образ. Так что вот такой, у него 2 разреза длинных, так что придает такую небольшую, такую секси немножко момент. Я когда создавала бренд, я хотела что-то сделать такое, чтобы отличало как бы мое культурное происхождение, и в то же время я уже как бы не могла по-другому мыслить. Когда ты прожил здесь очень долго, да, я больше 20 лет во Франции живу, в Париже, и поэтому это, конечно, оставило свой след. Но мне хотелось обязательно сделать тот бренд, который бы чем-то отличал меня от остальных, и чем он мог меня отличить, это только моим происхождением. И когда вот, ну, как бы я создавала коллекцию, я вдохновлялась тем минимализмом советским, может быть, где-то сложной жизнью, но это то, как бы, что прожили наши предки. И так как я хотела тоже сделать бренд такой минималистичный, тоже, что как бы отличает меня, может быть, скажем, от других каких-то брендов, да, где больше цветов, больше каких-то деталей. Я такой как бы по натуре человек, что мне нравится все такое классическое, достаточно простое, комфортное и функциональное. И мне хотелось сделать вот именно такой бренд. И когда я начала соединять вот те элементы, которые мне нравятся, которые вдохновляют меня, и мне очень нравятся француженки, парижанки именно, скажем, 70-х годов, вот эти вот элегантные девушки, также минималистичные, если мы вспомним, да, Катрин Денeuve, которые в таких вот, как сказать, платьях не цветастых, да, вот. И мне хотелось вот как бы вдохновиться этими женщинами и соединить это со своей советской культурой, потому что я выросла как бы в Советском Союзе. Самое важное, что при создании бренда я очень хотела, для меня это было самым, наверное, важным элементом, что я обязательно хотела, чтобы это было экологично. То есть все ткани экологичные, либо сертифицированный ГОТС, это органический хлопок, либо это остатки больших домов мод, рулоны, которые там остались по 10, 15, 20 метров от их коллекций, либо вот как здесь у меня идет переработанный recycled катон, хлопок с какими-то частичками полиэстера, но это все переработанная ткань. Это то, что мы выбрасываем в мусор, скажем так. И получилась достаточно как бы симпатичная вещь. Здесь представлена моя работа следующего сезона, который мы ждем в сентябре. В сентябре они будут готовы и приедут в Париж. Здесь как бы тоже мы видим продолжение той коллекции, которую мы смотрели до этого в шоуруме. Тоже вдохновление с российской, советской культурой, тот же ватник-пиджак, да, скажем, то, о чем я говорила до этого. И только немножко, как бы, скажем, другие ткани, да, другие, где-то изменились модели, где-то я оставила те же модели, просто в других тканях. Все равно остается классический стиль, да, классические какие-то силуэты, достаточно как бы легкие, чтобы миксовать между собой, и также которые легко носить. В этой коллекции акцент был сделан на экологические ткани. Здесь мы увидим органическую шерсть, также шелк,
И здесь есть еще переработанная кожа. Это мексиканская компания, которая занимается, перерабатывает полиэстер. Извиняюсь, это не кожа, а как эко-кожа, да, какая-то искусственная кожа. Это компания, которая занимается перерабатыванием полиэстера, перерабатыванием хлопка, и они делают из этого материал, похожий на кожу, и покрывают кактусовым экстрактом. То есть это достаточно новая технология, и мне было это очень интересно, поэтому я у них купила ткани для следующей коллекции, и у нас будут брюки из этой ткани. В чем хорошо, что это абсолютно переработанный материал, внутри переработанный катон, то есть хлопок, это не, ну, конечно, все равно все потеют в эко-коже, но я имею в виду, что это более приятно к телу, то есть это не такой как бы жуткий материал, вот. И здесь немало ткани будет из высоких домов моды. В этот раз я купила ткань из дома Hermes и Jill Sander. Вся коллекция на сегодняшний день отшивается в России. На фабрике, на нашей семейной фабрике, это очень маленькая фабрика в Тульской области, 250 километров от Москвы. Это то место, которое мне очень дорого как бы к сердцу, потому что я провела там очень много времени. Фабрика моей мамы, под руководством моей мамы, которая также меня и вдохновляет, и вдохновляла меня всю жизнь, потому что она во мне заложила этот вкус и какое-то видение моды. И на сегодняшний день она мне очень сильно помогает в созданиях модели, она проверяет качество. И те девочки, которые работают на фабрике, я безумно им благодарна. Это такие вот, ну, как сказать, чудесные руки, которые, как сказать, они до этого никогда не шили люкс, такие качественные вещи, но они настолько учатся, настолько они качественно шьют, что я просто безумно им благодарна. И даже вот когда речь шла о создании бренда, я посмотрела немало фабрик в Париже, и я поняла, что такого качества здесь найти очень сложно, потому что это в основном ателье, и люди не обучены тому, чтобы шить это на, как сказать, поточные такие вещи, когда это партии, да, когда это партии, там один делает воротничок, другой делает там что-то еще, и тогда качество идеальное, как правило. Здесь в основном ателье такие, которые отшивают полностью вещь, что, в принципе, чем занимаются девочки мои в России. Они отшивают полностью вещь, потому что у меня еще нету пока таких объемов, да, я шью по 10-15 единиц на модель, что важно сказать уже тоже, что в разных размерах. Пока я шью вещи с 34-го французского по 50-й, но можно заказать и размеры больше. Просто на сегодняшний день у меня пока нет таких клиентов, которые и просто шить, как бы, чтобы положить в сток, мне это как бы не так это важно, да, поэтому на сегодняшний день все модели мы какие-то вещи отшиваем для стока, для магазинов, ну и для как бы остальное можно тоже под заказ все сделать. Вот. И эти девочки, которые шьют в России, они настолько все идеально шьют, настолько качественно, что просто я хотела, если, может быть, они смотрят это видео, я просто хотела от всей души вас поблагодарить и сказать вам спасибо за то, что вы так стараетесь, так трудитесь для европейской аудитории. Наша команда состоит из 3 человек. На сегодняшний день со мной работает Лиза, Элизабет и Тимур, который, к сожалению, заболел, но сегодня, в общем, он не пришел, не смог. А Лиза занимается пиаром, занимается развитием, коммуникациями, и сейчас мы готовим с ней следующую съемку, то есть она помогает мне отобрать моделей, фотографов, составить мудборд, и то есть мы над этим работаем, чтобы сделать следующую съемку на следующей неделе. И создать контент для Инстаграма и для других соцсетей. Я начала работать, грубо говоря, 3 месяца назад.
Мне очень нравится работать, мне бренд очень нравится, потому что если бы не нравилось, я бы, не думаю, хорошо бы работала. Я очень хорошо работаю, я энтузиастный, не знаю, у меня энтузиазм есть, не знаю, как сказать по-русски. Я вот родилась здесь, во Франции, но у меня семья из России, родители из России, и я, как сказать, bilingual. Я говорю по-русски, по-французски, и еще по-английски и по-итальянски. Вот почему мне проще работать с людьми, которые говорят по-русски тоже. Я, кстати, тоже в моду работаю уже очень долго. Я очень разные вещи делаю, и коммуникация, как сказать, мой самый сектор, который мне нравится, который я предпочитаю, и в котором я уже работаю уже достаточно время. Самое интересное, мы разговариваем и по-русски, и по-французски, при этом мы как бы не ставим акцент, что говорим только на этом, скорее даже больше по-французски между нами. В принципе, особенности таких вот отличий за уходом, по уходу за эко-хлопком, да, биологическим, скажем, органическим по-русски, таких особенностей как бы нет. В принципе, это то же самое, что и остальные вещи. Здесь, в принципе, то, что надо понимать, что он немножко мнется, потому что здесь нету синтетических волокон, и вещи достаточно такие, как сказать, надо быть к этому готовым, да, что может где-то быть помято при ходьбе, при сидении, но в этом как бы тоже есть свои прелести, и, как я уже говорила, да, француженки не парятся, не переживают, одели, все красиво, все замечательно, вот, и то же самое можно сказать про шелк, да, в принципе, ну, шелк он остается шелком, никакого абсолютно нету отличия по уходу. То есть здесь, ну, конечно, надо понимать, что это химчистка, да, потому что либо ручная стирка, никаких стиральных машин при комнатной температуре, но таких вот сказать, что чем-то отличается особенным, этого нету. По переработанным тканям это могут быть свои какие-то особенности, да, но надо смотреть конкретно какую ткань. В моих вещах в этих тоже особенно как бы ничего такого нету, да, единственное, что, опять-таки, повторяю, ручная стирка, но это не только потому, что ткань, но еще здесь, скажем, есть вставлены косточки, то есть это немножко как корсетная система, да, чтобы топик не просто, как сказать, но чтобы он держал какую-то свою форму, и поэтому я тоже рекомендую либо химчистка, либо ручная стирка. Чтобы получить эту рубашку, вам всего лишь нужно быть подписанным на инстаграм бренда Эльвины Белуар, быть подписанным на мой инстаграм, чтобы узнать результаты конкурса, которые я объявлю через неделю. В комментариях под этим постом, я на него ссылку оставлю внизу, отметить 2 своих друзей и, собственно, ждать. Так что желаю всем удачи. Я объявлю победителя через неделю у себя в сторис. И, друзья, мне будет очень приятно, если вы внизу в комментариях под видео напишите, какой из образов, которые примеряла я от Эльвины, понравился вам больше всего. Мне будет очень интересно узнать. Я вас крепко обнимаю и совсем скоро увидимся.